От кого произошли монголы? Народ, который населяет одну из самых экстремальных климатических зон в мире, отличился удивительными историческими пируэтами. От вероятной родины свирепых гуннов и тюрок, колыбели завоевателя мира Чингисхана, сильнейшей империи Евразии, до заброшенной мировой провинции в 20 веке. Но откуда вообще произошли монголы? Почти 10 миллионов человек составляют монгольские народы, большая часть которых ныне проживает в Китае. Впервые название монгол упоминается уже в европейских хрониках, лишь в XIII веке. Сходные наименования Мэнгу встречаются в китайских хрониках династии Тан, для наименования киданьских племен, вероятных родичей монголов. Гипотез происхождения этнонима несколько: от Мэнгуол, что означает храбрецы, от горы Мон, в Ордосе, где обитали несколько родов. К тому же гол в монгольском означает коренные центральные. От Мэнгхе серебро, о чем пишут китайские хроники, называя их правителей Серебряной династии. Исключительно спорной и пестрой является картина этногенеза монголов и занятия ими современной территории. Предания казахов и китайские хроники утверждают, что Монголия еще в XI веке была страной доминирования тюркских племен, кераитов-найманов, лишь век спустя там появились монголы, а затем они по каким-то причинам изгнали оттуда тюрок. Но в реальности все было несколько сложнее. Монголы – типичные северные монголоиды. При всех признаках своей расы – брахицефалии, эпикантусе, широком и плоском лице, широком и коротком носе – северные монголоиды довольно рослые и массивные. Они составляют большую часть народа хатонов, а также западных монголов. Это результат бореализации тела человека, который проживает в холодном климате. С учетом того, что монголы всегда были кочевниками, они не могли сформироваться в иной зоне, чем сама Монголия, так как в северной тайге невозможно коневодство, а эволюция в более южной степной зоне не привела бы к бореализации. Поэтому монголы не приходили в Монголию из ниоткуда и всегда проживали в ней. Но северные монголоиды лишь четверть от их генофонда. Более 2000 лет запад Монголии был зоной обитания индоевропейских племен Андроновской, Акуневской, Афанасьевской и Карасукской культур, которых можно связать с будущим скифским миром. Отношения индоевропейцев с протомонголами были довольно сложными. Афанасьевцы за 1000 лет проживания среди монголоидных племен оставались чистыми европеоидами, а на их убранстве и предметах быта есть сцены поверженных противников явно монголоидного облика. То есть, учитывая ярую ксенофобию скифского мира, скифы выступали как охотники за аборигенным населением и не смешивались с ними до начала новой. Однако уже акуневцы демонстрируют явные признаки смешанных браков, оставаясь еще европеоидными в целом. Исход или растворение индоевропейцев в Великой Степи привел к тому, что первенство перехватили тюркские народы. К этому же можно отнести легенду о том, как у аваров, сильнейшего народа на западе от Китая, тюрки были презренными рабами. Но однажды они восстали, победили авар и прогнали их на закат, а затем преследовали до самых границ Европы, страстно желая мести. Авары, по данным венгерского антрополога Тибора Тота, были на 95% европеоиды прямой линии родства с сибирскими индоевропейцами. Некоторая часть монголов все еще сохраняет легенды о том, что их предки были светловолосые и светлоглазы, а гаплотип R1A, указывающий на индоевропейские корни, встречается почти у 10% монголов. После победы над аварами, тюркские каганаты стали самой грозной силой в Евразии и объединили в себе енисейских кыргызов, остатки скифо-сарматских народов, тюркские и часть монгольских племен. В этом плавильном котле смешивались степные народы и периодически поставляли в Европу разного рода свирепых кочевников: гуннов, которых считают ранними тюрками, булгар, мадьяр, которых оттеснили западнее из апских владений. Так как тюрки были скорее языковой и политической, чем национальной общностью, внутри каганатов монгольские племена быстро вышли на лидирующие роли. И устранив енисейских кыргызов, к XIX веку монголам оставалось собрать в один кулак сотни мелких и яростно воюющих друг с другом остатков сгинувшей тюркской империи. Таким образом, монголы сформировались как северо-монголоидный антропологический тип.
с большим вливанием в него более южных монголоидов в периоды империи Чингисхана и потомков, а также с высокой долей населения, имеющих среди предков тюрок и индоевропейцев. Это определяет их преимущественно монголоидный облик, с небольшой долей людей с европеоидными признаками, не имеющих происхождения и связей с русским населением Дальнего Востока, а с более ранним населением скифского периода. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.